Февральские вечера в маленькой деревне наступают быстро, как тень, накрывающая мир своей темнотой и холодом. Неопределенные силуэты деревьев становятся еще менее заметными, каждое шуршание снега под ногами кажется эхом заброшенных мечтаний. В одном из таких домов, старом и обветшалом, живет Владимир Ильич, 70-летний пенсионер, который каждую ночь может полюбоваться звездным небом через трещину в стене, а при этом делит свою пенсию на 30 дней, как делит жизнь на неопределенные периоды тишины и безмолвия. Владимир Ильич сидит за старым деревянным столом, тускло освещенным одной единственной лампочкой. Перед ним лежит тетрадь, в которую он внимательно записывает свои расходы, одно из немногих удобств, которые остаются у него в постаревшей жизни. Его пенсия – единственная защита от нищеты, и он не позволяет себе даже малейшей незапланированной траты, которая оправдывает его внутреннюю борьбу и строгость. Каждая открытая страница представляет собой переписку с жизненными реалиями, которые зашли в тупик. Он подсчитывает, анализирует, находит слабые места в своем бюджете, справляется с необходимостями, но не без чувства горечи и утрат. Внезапный скрип двери прерывает его размышления. Качнувшись, дверь открывается, и в дом проникает запах мороза и снега. Это мгновение перестает быть обычным, когда на его пороге появляется маленький, измученный и изможденный котенок. Его мех покрыт инеем, он дрожит от холода и голода, а его несмело блуждающие глаза фокусируются на столе, где лежат крошки, небольшие надежды на спасение. Котенок, как будто могучий воин, пытается пробиться сквозь холод и голод. Он жадно смотрит на оставшиеся крошки, словно они являются его живительной силой. Владимир Ильич сердито спрашивает, откуда он взялся, и ощущает первые порывы раздражения. Он пытается выгнать его, но котенок не уходит, так как продолжает искать еду. Внутренний конфликт разгорается, мужчина колеблется между практичностью и жалостью. Он осознает, что котенок может умереть на улице, и его сердце начинает трепетать. В мрачных мыслях начинает всплывать образ его сына, который когда-то говорил о его скупости. Но, несмотря ни на что, Владимир не может выгнать беззащитное существо на мороз. Котенок холоден, и в этом моменте сострадание оказывается сильнее нуклеарной логики. Замерзший и изможденный котенок, которому некуда идти, находит приют у Владимира Ильича. К его удивлению, он увлекается внезапным решением дать ночлег, хотя и не дает обещаний о постоянной заботе. Он решает оставить котенка на ночь, водя себя за нос. Этот шаг угнетает его разум, потому что каждая скупая копейка теперь будет испытана на прочность. Владимир Ильич борется. Котенок свернулся в клубок и дрожит, выказывая полное безразличие к уму старика, который не в силах закрыть дверь перед очевидной нуждой крохотного существа. Голодные крики маленького создания накаляют обстановку и заставляют сердце Владимира расплакаться. Он наблюдает за ним, понимая, что каждое мгновение его жизни растрачивается между холодной логикой и теплой человечностью. Проснувшись от неприятного сна, котенок начинает охотиться за крошками со стола. Его жажда выживания очевидна. Он глотает еду, не жуя, так как понимает, что не сможет встретить утро, потолстев от голода. Каждый глоток – это борьба за жизнь, а Владимир чувствует напряжение, наблюдая за котенком. Котенок, наевшись, снова свернулся в клубок, согреваясь неподалеку от печки. Но вдруг взгляд Владимира Ильича падает на его бок, где он замечает рану и хромоту. Мысли о том, что его маленький гость может не выжить на улице, пронизывают его душу и наполняют желание сделать что-то, что ему не свойственно. Слова сына о его скупости вновь эхом звучат в его голове. Как заклинание они заставляют Владимира искать выход. Бросить это крошечное существо было бы жестоко и аморально, он не может и не хочет себе этого позволить. Так просто оставить его в холоде, когда тот нашел тепло. Наконец, под гнетом внутренней борьбы, Владимир Ильич закрывает дверь, когда замерзший котенок устроился у него под ногами. Он подкладывает тряпку и делает шаг назад, обнимая фактоиды. По его сердцу разбросаны материалы, сложенные особым образом.
Он обещает себе, что это только временное убежище, и засыпает с мыслью о 2 против арифметики. На следующее утро, пробужденный холодом, Владимир Ильич осознает, что его жизнь изменилась. Он спешит к кухне и обнаруживает, что котенок все еще на своем месте, прижавшись к печке. Сергей ожидает, что тот сбежит, но котенок остается рядом, как если бы почувствовал, что обрел дом. Котенок медленно поднимает свою голову, его глаза полны усталости. Задняя правая лапка подгибается, а на боку видны следы укуса. Владимир Ильич понимает, что без помощи котенок не сможет покинуть его дом. В этот момент он решает взять на себя ответственность. Налив воду в миску и отрезав ломтик хлеба, Владимир протягивает ему помощь. Котенок жадно пьет, но отказывается от хлеба, с недоверием смотря на своего спасителя. Он чувствует, в этот момент Владимир также начинает понимать свою человечность. Владимир Ильич берет котенка к себе на руки, отмечая его легкость и слабость, и решает назвать его Муськой. Он наливает молоко и наблюдает, как животное с жадностью пьет. Ему нравится, что он нарушает привычный порядок своей жизни, и в этом скрыта главная истина. Иногда даже незначительная потеря может принести эмоциональное наполнение. Муська начинает кашлять, его сон становится прерывистым. Владимиру Ильичу становится страшно. Он осматривает рану на боку и видит ее явное воспаление. Мысли о будущем для них обоих приносят гастрономические страдания. Ему нужно принимать решение. Когда чаша терпения переполняется, Владимиру становится очевидно, что цена лечения котенка составит значительные средства. Ветеринар находится в 10 километрах. Поездка и лечение обойдутся минимум в 2000 рублей. Он начинает внутренний конфликт между жалостью и расчетом, который продолжает усиливаться. В этот момент ему вновь приходят на ум воспоминания о сокращении на работе. Он чувствует себя брошенным и изолированным, но решение оставить котенка, несмотря на финансовые трудности, становится его честным тестом на человечность. Он нарезает сало и кормит котенка, ведь это как результат. Сначала нужно вылить душу, а потом думать о дровах. Когда котенок мурчит, это становится выражением благодарности и доверия. Владимир Ильич находит в этом теплоту, сравнимую с домашним уютом, который он так давно не ощущал. Он говорит себе: «Сначала вылечу котенка, а потом буду думать о своей финансовой безопасности». И с каждым разом увереннее осознает свою человечность. Владимир решает обратиться за советом к соседке Алене, известной своей разумной наблюдательностью и достаточно жестокими взглядами на финансовые безумия. Это признание становится для него вызовом, нарушая привычный порядок. Он готовит манную кашу для котенка Муська, проявляя ту теплоту, которую долго хранил в своем сердце. После уборки утром Владимир Ильич уходит на улицу, чтобы очистить голову от навязчивых мыслей. Около дерева все белым-бело от снежных осадков, создающих ощущение стерильной и чистой недели. Он ощущает, как ему нужно стать частью чего-то большего, чем просто замерзший пенсионер. Неожиданно звонит телефон. Это сын Саша, который быстро узнает о котенке от соседки Алены. Саша начинает критиковать Владимира за его заботу о котенке, считая ее обузой. Он предлагает ему продать дом и переехать к ним, но Владимир Ильич отказывается наотрез, защищая свою независимость, которая давно встроилась в его жизнь. Разговор с сыном становится конфликтом, где Владимир Ильич звучит резко, объясняя, что Муська не требует от него денег и вместе с тем приносит жизнь в его дом. Отцы и сыновья в такие моменты становятся на разные стороны, нередко подрывая давние связи. Словно на чаше весов теплая жизнь и холодное безразличие. Сын, чувствуя напряжение, обвиняет отца в эгоизме за то, что тот ставит кота выше семьи. Обида накапливается, и отец отвечает, что сын уехал и пытается управлять его жизнью, когда в действительности это гораздо сложнее. Разговор заканчивается взаимным раздражением. Отец бросает трубку, понимая, что раз общение с сыном может ему не под силу.
Муська чувственно успокаивает своего хозяина, спокойно облизывая его руку, не осуждая, а наоборот, придавая уверенность. Владимир Ильич впервые за долгое время начинает осознавать, что зверь видит не эгоизм, а заботу о том, кого он принял как равного. Внутренняя буря начинает утихать, когда он осознает, что все его страхи относительно будущего имеют под собой глубокие корни. Проходит несколько дней, и Муська наконец выздоровел, хотя его игривое поведение нарушает привычный ритм в доме. Владимир Ильич пробует обучить котенка пользоваться лотком, хотя тот игнорирует его попытки. Отец, устав от жалоб на свое терпение, решает закупить наполнитель. Записывая расходы на наполнитель в свою тетрадь, он осознает, что это лишь небольшая цена за то, что Муська стал его другом. С каждой долей рублей он понимает, что это не просто затраты, а достижения, охватывающие более высокие цели. Наступает день, и Муська впервые начинает пользоваться лотком. Эта перемена становится для Владимира Ильича настоящей победой над его скупостью. Получив удовлетворение, он позволяет себе немного раскошелиться, покупая варенье, чтобы отпраздновать удачу. С появлением Муськи жизнь Владимира Ильича изменяется совершенно. Котенок обращает его существование в неожиданное русло. Он становится будильником, напоминая отцу о необходимости заботиться о себе, а также о том, что забота о других позволяет лучше понимать себя. Вечерние подсчеты расходов теперь обязательно включают новую статью «Уход за Муськой». Владимир Ильич осознает, что для начала новой жизни ему нужно маленькое существо, требующее заботы и порядка. Его одиночество становится менее значительным, когда в доме появляется Муська. Тишина здесь наполняется ожиданием и чувством ответственности. На 4-й день Владимир Ильич снова звонит Алене, снова желая помощи для Муськи. Она приносит мазь Вишневского и творог, который мгновенно дороже для него. Муська становится связующим звеном с внешним миром и безопасной темой для общения с соседями. Владимир Ильич чувствует достоинство в новом статусе спасителя котенка. Каждый рубль, который он тратит на животное, становится выражением его готовности брать на себя ответственность. Он понимает, что теперь тратит деньги на дело, а не впустую. Через 2 недели Муська полностью поправляется. Его шерсть становится густой и блестящей, рана затягивается, и котенок окончательно приживается в доме Владимира Ильича. С присутствием Муськи дом старика живет как единая структура. Мяуканье служит своеобразным метрономом дня, а мурчание создает фоновую гармонию спокойствия. Каждый вечер он все еще считает свои расходы, но теперь это связано с тем, чтобы заботиться о Муське. В его жизни происходит перелом, и старик начинает понимать, быть с другим существом – это не столько через жадность, сколько через любовь и заботу. Ритуал подсчета расходов становится более осмысленным. Чувство ответственности за Муську делает его сильнее и увереннее в себе. В этом непростом механизме он снова находит себя, как раненый старый воин, вернувшийся к жизни. Теперь Владимир Ильич полностью интегрировал Муську в свою жизнь и систему расходов. Каждый месяц он откладывает деньги на консервы для своего любимца, организуя его питание, как когда-то организовал свою жизнь. Владимир Ильич прижимает Муську к груди, чувствуя тепло и биение жизни Вела. Его накатавшиеся страхи, его одиночество теперь не имеют значения. Он осознает, что старость может быть синонимом ответственности и покоя. Новый проект с Муськой оказался надежнее старых расчетов. И в этом крошечном существе появился поток света, который освещает его новую жизнь. В этот свет, заполненный не только заботой, но и теплым чувством, старик обнаруживает возможности. Каждый вечер, возвращаясь домой, он не просто встречает своего питомца, но обретает дружбу. Взаимопонимание и поддержка стали частью его новой реальности, полной света и ожидания.